Привет, друзья! Я недавно на своем канале выложил совершенно безобидный короткий ролик о приготовлении коричневого концентрированного бульона. И он залетел на более чем 1 500 000 или 700 000 просмотров, я уже не помню. Я совсем не хвастаюсь, меня просто удивили комментарии. Понятно, что из этой тысячи больше половины это хейт от нашего, к сожалению, озлобленного народа. Ну, его можно понять и, наверное, нужно простить. Я говорю о комментариях от так называемых профессионалов от кулинарии в стиле «мужик, ты чё, приготовил демигляс?» или «какой странный холодец». И поэтому, чтобы разъяснить ситуацию, я решил снять этот ролик, в котором я расскажу о базовых французских бульонах и, соответственно, мясных соусов. И это будет мой первый ролик, где я ничего не буду готовить. В 1870 году Александр Дюма в своем кулинарном словаре написал: «Французская кухня обязана своим превосходством великолепным французским бульоном». И это абсолютно верно. Множество знаменитых блюд французской кухни и, конечно же, соусов, на которых, собственно говоря, она держится, приготовлены с применением бульонов. И французские бульоны можно классифицировать по нескольким принципам. И первый по базовому продукту. Мясные бульоны — это может быть любое мясо, птица или дичь. Французы разделяют мясные бульоны на костные и мясные, потому что у них просто разное применение. Но мы будем считать все это мясными для простоты. Овощные бульоны, ну тут все понятно. И рыбные, и бульоны из морепродуктов. Я их тоже сложил все в одну кучу. Мы говорим исключительно о французской кулинарии, потому что в азиатской бульон может быть из мяса и из рыбы одновременно. Тому пример бульон, например, для рамена. Кстати, подробный ролик про рамен у меня на канале есть. Если вам интересно, как варится азиатский бульон, то обязательно посмотрите. Второй принцип можно назвать по их применению. Бульоны – основа для супов. Тут все понятно. То есть это бульон, куда мы кладем различные продукты, мясо, овощи, тефтели, макарошки, все что угодно, и получаем готовый суп. То есть это те самые знакомые нам бульоны, которые варит каждая хозяйка, чтобы приготовить на их базе какой-то суп. И во французской кухне лучшим примером такого бульона является знаменитое блюдо pot-au-feu. По сути, это крепкий говяжий бульон, в котором варят куски хорошего мяса и правильным образом варят овощи. Ну, то есть не переваривают. Добавляют туда мозговые косточки. Это ужасно вкусное блюдо. И если первый вариант в этой классификации по применению для нас совершенно традиционный, то два других нам не совсем знаком. Ну, то есть больше используются, наверное, в дорогих ресторанах. Бульоны, которые служат для приготовления других продуктов в них. К ним относится так называемый кур-буйон, то есть короткий бульон. Это обычно овощной бульон, который варят из репчатого лука или лука-порея, моркови, сельдерея, добавляют белое вино, уксус и все ароматизируют веточками петрушки, тимьяном, лавровым листом и перцем. И в таком бульоне обычно припускают рыбу или морепродукты, или овощи, или какое-нибудь нежное мясо. А сам бульон выливают. Чтобы не терять время, я примеры рецептов всех бульонов, о которых я говорю, я просто напишу в описании. И бульоны основы для соусов, то есть бульоны полуфабрикаты, которые служат для дальнейшего приготовления и сами, как сказать, не едятся. И на пути к демиглясу именно о них мы будем говорить. И к последним относятся мясные и рыбные бульоны, то есть бульоны из продуктов, богатых коллагеном. Дело в том, что в процессе длительной варки коллаген вытягивается из костей и преобразуется в желатин, который придает нашим бульонам ту самую вязкость и желеобразность. В русской кухне нам, конечно, всем знакома такая выворка, и используется она в холодном виде как холодец или студень. И есть еще такая давно забытая штука, как ланспик. Кстати, я когда снимал ролик про салат оливье, я как раз использовал там вот этот ланспик. Так что как его делать, тоже вы можете посмотреть по ссылке. Ну а в горячем виде мне сложно придумать пример. Ну, может быть хаш, но хаш все-таки готовый суп. А мы говорим о полуфабрикатах. И такие мясные бульоны французы называют фон. А если этот бульон делается из рыбы, то
фюме, ну или из морепродуктов. Есть еще такое понятие, как jus, но объяснять сейчас разницу между fond и jus, в эти дебри мы просто не полезем, да и нам это и не нужно. И эти бульоны по способу приготовления можно разделить на две основные группы. Это светлые бульоны и коричневые, то есть темные бульоны. Светлый базовый бульон готовится из костей разных животных или птиц и ароматизируется овощами и травами. И никогда при приготовлении бульона, да и других французских блюд, не используются сильные специи, так как основной принцип французской кухни – это подчеркнуть и обогатить вкус базового продукта в блюде, и ни в коем случае его не изменить. Собственно говоря, вот за что французскую кухню и любят. Из овощей это обычно стандартный набор, который называется михуа, то есть лук, морковь и сельдерей, которые кладут в соотношении 3-2-1, либо 2-1-1. Иногда вместе или вместо репчатого лука используют лук-порей, ну, потому что он более нежный. Кладут чеснок, пастернак, иногда даже фенхель, но это на любителя. Опять же, все зависит от вашего вкуса. Но главное – это база – лук, морковь и сельдерей. Грубо говоря, определяя пропорцию овощей, нужно понимать, что, например, сельдерей, он дает очень сильный вкус. И много сельдерея, например, для домигляса – это плохо. Репчатый лук, он может оттенить вкусовые оттенки приправ. А морковка, как вы знаете, дает сладость, поэтому нужен вот такой вот правильный баланс. Опять же, в описании я дам правильную раскладку для такого типа бульона. И, конечно, перед тем, как заложить овощи в бульон, их предварительно припускают до мягкости в растительном или сливочном масле. И ароматизаторы – это классический буке гарни из петрушки, лаврового листа и тимьяна, перец горошком или какой-либо другой перец, ну и гвоздика. Честно говоря, я не очень понимаю, зачем нужно для бульона делать вот этот буке гарни. Все это мучиться с веревочкой, потому что потом мы все равно это будем сливать и процеживать. Ну вот такие у французов странные заморочки. Ну и понятно, что такой бульон процеживают, а все, что в нем варилось, это выбрасывается, ну или идет на корм диких или домашних животных. Ну а если этот светлый бульон осветлить, это делается при помощи белков или мясного фарша или овощей. Существует множество технологий. Так вот, получится бульон, который называется консоме, то есть красивый прозрачный бульон. Кстати, его делают и из коричневого бульона таким же образом. Кстати, в России после 1812 года в ресторанах стали подавать консоме с яйцом пашот и с пирожками. А вот консоме, подкрашенная свекла, называлась в русской кухне борщок. Ну идем дальше и продолжаем вываривать наш бульон. После уменьшения объема где-то в 2-3 раза мы получаем достаточно желейную структуру, которая готова для производства соусов. И одним из таких соусов на базе светлого бульона является соус велюте, который входит в 5 базовых французских соусов. Готовится он очень просто. Мы делаем загуститель ру из муки и сливочного масла, но не темный ру, а светлый. То есть мы его практически не обжариваем, просто смешиваем масло с мукой и разбавляем бульоном и доводим до консистенции соуса. Многие повара даже ру не используют, а просто берут крахмал или муку. Кстати, если вы слышали термин «жюлие» или «фон-лие», то есть загущенный бульон, это может быть опять же то же самое ру, крахмал или мука, то запомните, этот термин нам понадобится на пути к демиглясу. Коричневый бульон или фон принципиально отличается от светлого тем, что кости и овощи мы предварительно колируем, то есть обжариваем. Набор ингредиентов для коричневого бульона точно такой же, как и для светлого, за исключением томатной пасты, которая тоже предварительно обжаривается. Обычно это либо с костями, либо с овощами. Томатная паста хорошо карамелизуется и за счет кислоты помогает в вытяжке аминокислот и коллагенов из костей. Принцип подготовки очень простой. Кости нам нужно зажарить до хорошего коричневого цвета. Это можно сделать на сковороде, это можно сделать в духовке, где удобно, или даже в печи. И
Хорошо заколеровать овощи, при том, что кости нужно довести еще раз до коричневого цвета, ни в коем случае не до черного, иначе они будут горчить, а овощи, если они даже почернеют, ничего страшного в этом нет. Поэтому тут правильная обжарка ингредиентов – это очень важный момент. Ну и, конечно, мы обязательно деглассируем все прижарки, потому что реакцию Майяра еще никто не отменял, в прижарках как раз весь вкус. Ну а принципы варки того и другого бульона одинаковые. Всегда заливаем только холодной водой. Если вы готовите светлый бульон, то есть без обжаривания, то для того, чтобы у вас не было лишней пены, или же практически вообще ее не было, то хорошо, конечно, кости и мясо предварительно бланшировать. То есть опустить в кипящую воду на 2-3 минуты и потом хорошо промыть. По возможности в процессе снимаем пену и жир. Дело в том, что пена образуется из свернувшихся водонерастворимых белков и через какое-то время превращается в такие черные сгустки, которые будут плавать у вас на дне бульона, и извлечь их будет достаточно сложно. То есть нужно дополнительное процеживание через марлю. Все это большие заморочки. Ну а если вам не удалось собрать весь жир, то бульон охлаждаем и просто снимаем твердый жир с поверхности. Варим на маленьком огне, практически без кипения, крышку не закрываем и, главное, ни в коем случае не солим. Дело в том, что при кипении в соленой воде жир вступает в реакцию с ионами натриями, то есть с пищевой солью. И такая реакция называется омыление. То есть таким образом получается мыло. А мы делаем не мыло, мы делаем бульон. Кстати, я тут задался вопросом, почему французы кладут овощи в бульон одновременно с мясом и костями. Ведь овощи варятся очень быстро и быстро в течение максимум 20 минут отдают все свои вкусы, а потом начинают их терять. Вот ответа я не нашел. Если вы что-то про это знаете, то обязательно напишите мне в комментариях, либо сюда, либо в телеграм-канал, потому что действительно вот ужасно интересно. Итак, увариваем наш коричневый бульон где-то в 3-4 раза. На это может уйти очень много времени, 12 часов, 20 часов, но чем дольше и на медленном огне варится бульон, тем он лучше. Фильтруем его и получаем первую основу для нашего будущего соуса демигляс. Кстати, если уварить бульон в 10 раз, то получим такую штуку, как гляс. Это такой тягучий мясной темный сироп, но он практически на кухне сейчас не применяется, слишком дорогое удовольствие. Ну вот, теперь можно переходить к приготовлению нашего знаменитого демигляса. Демигляс, по сути, всего лишь концентрированный костный бульон, доведенный до состояния глазури и приправленный ароматизаторами. Но для шеф-поваров хороший демигляс подобно золоту. Термин демигляс происходит от французского слова гляс, то есть стекло или глазурь, а demi значит половина, потому что соус уваривается в 2 раза. И его происхождению, как и множеству великих блюд французской кухни, мы обязаны Антуану Карему и собирателю рецептов французской кулинарии Огюсту Эскохье. Согласно рецепту мэтра, чтобы приготовить демигляс, нужно взять половину коричневого бульона из телячьих костей и половину соуса эспаньоль и уварить все это в 2 раза. Все вроде очень просто, но тут начинается самое интересное. А что же такое этот волшебный соус эспаньоль, то есть испанский соус? По одной из легенд, испанские повара, которые работали на кухне Анны Марии Австрийской, невесты Людовика XIII, которые готовились к свадьбе, решили улучшить классический вываренный французский соус из телячьего бульона и добавили туда испанские томаты, какой-то там хамон, но тут история умалчивает, может это было не хамон, а какая-то копченая грудинка, и все это загустили при помощи ру. И на свадебном застолье они подали блюдо с этим соусом, и первый, кто оценил этот соус, был кардинал Ришелье. Он пришел в такой восторг, что дал этому соуса, ну, может быть, это не он дал, все вместе они собрались и как-то коллегиально решили, не суть важно, дали название испанский соус, соус эспаньоль. И с этого момента соус эспаньоль стал величайшим соусом французской кухни и вошел в 5 базовых французских соусов наряду с вышеупомянутым соусом велюте
бешамель, голландским соусом и томатным соусом. Кстати, демигляс в базовые французские соусы не входит. Сейчас существует множество рецептов приготовления соуса эспаньоль. Но вот как звучит базовый от Мэтра Эскофье. Очки только я надену. Я кратко. Мучную заправку, то есть ру, влить в 8 литров кипящего бульона, овощи подрумянить на беконном жире, жир слить, добавить вино и выпарить. Добавить смесь в соус, проварить около часа, процедить и снова залить 2 литрами бульона, кипятить еще 2 часа и остудить. На следующий день добавить еще 2 литра бульона и 1 литр томатного пюре. Или 2 килограмма концентрированных помидоров. И варить еще час. В результате должно получиться 5 литров соуса. Конечно, в современных рецептах так не заморачиваются и готовят демигляс в один присест. Ну а что касается компонентов, то сейчас в него добавляют грибы, чеснок и другие разные ароматизаторы. Существует даже рыбный эспаньоль, который готовится на коричневом рыбном бульоне. И из него можно сделать, кстати, рыбный демигляс. Ну вот, теперь для демигляса у нас все готово. Нам нужно взять одну часть соуса эспаньоль и одну часть коричневого бульона из телячьих костей. Смешать и в 2 раза выпарить. И все готово. Но не кажется ли вам вся эта история немножко масло, мазанное маслом? Уж больно заморочено. И, конечно, это поняли современные повара. И сегодня, если вы спросите Алену Дюкас или Жоржа Блана, как они делают свой демигляс, они скажут, что так, как раньше, мы точно уже не делаем. Мы просто берем телячий бульон, загущаем его мукой или крахмалом и вывариваем. Ну и добавляем свои какие-то секретные поварские ингредиенты. И подтверждением этой тенденции на упрощение демигляса стала статья «Демигляс» в последней версии Larousse Gastronomique. Демигляс по новому Лярусу. Возьмите темный фон, то есть бульон лие, то есть загущенный, добавьте такое же количество светлого бульона из телятины и уварите. Его можно использовать для создания других соусов. Соус Порто, соус Мадера, соус Перегор. Вот такая грустная судьба у этого знаменитого соуса. Ну и теперь, конечно, главный вопрос, как же его использовать. Дело в том, что демигляс это базовый соус. Если вы добавите туда, например, вино, или портвейн, или херес, то у вас получится прекрасный винный соус. Добавите грибы, получится грибной. Добавите трюфели, будет, соответственно, трюфельный. И так миллионы разных комбинаций, все зависит от фантазии шефа, ну или вас. Пара ложек демигляса в рагу или жаркое кардинально изменит его вкус и текстуру. Добавьте соус демигляс в ризотто, в соус для пасты, картофельное пюре, жареную курицу, конечно же стейк. Вариантов огромное количество. И теперь вернусь к своему злосчастному ролику про коричневый бульон и буду оправдываться. Я принципиально не заготавливаю, то есть не замораживаю демигляс, а заготавливаю и замораживаю именно базовый коричневый бульон. И считаю, что на домашней кухне это более практично и выгодно. Если мне нужен соус эспаньоль, я могу его очень быстро, особенно современным методом, приготовить. Нужен демигляс, мне это займет час времени. Ну а если вы готовите, например, борщ или солянку, тут демигляс совсем не нужен. А вот концентрированный бульон вам сэкономит огромное количество времени и сил. Ну а пока я тут умничал, мой демигляс на базе моего коричневого бульона приготовился. Я обжарил мирпуа на вытопленном жире из копченого бекона, добавил муку, томатную пасту, все это развел вином, выпарил, добавил в бульон и еще раз все это дело уварил. И вот такой вот шикарный, как говорят, демик у меня получился. А я вам всем желаю новых, полезных и нужных заготовок и, конечно, кулинарных открытий. До следующего ролика. Всем пока. Не забудьте про комментарии. Можно даже злобные.